Друзья, закончили росток и на правой рукаве. И начнем росток по переду на счет сокращения петли. Начинается здесь петли переда, друзья. Вот красная маркировка. Здесь мы начинаем росток по переду, сокращаем петли. Для этого 2 лицевые петли перепоставим и провяжем вместе лицевой петлей. Сократили 1 петлю. Здесь мы должны по переду сокращать петли с этой стороны 9 петель, с левой стороны 9 петель. Поэтому, чтобы не путаться, мы обязательно на бумажке будем отмечать. Вот сейчас мы на правой стороне сократили 1 петлю. Следующую петлю провяжем, лицевой петлю, и поворачиваем нашу работу. И здесь, друзья, первую петлю берем на спицу, не провязывая, и все, потом продолжим наше вязание. Здесь никакого там образовать 2 ножки, ничего не надо, друзья. Провяжем до начала петли переда слева. Здесь тоже нам укажет, вот здесь мы образовали петли 2 ножки. Вот это мы провяжем на изнаночной стороне, потом следующую петлю провяжем, и потом здесь начинаются петли переда слева. Вы провяжете, и мы с вами увидимся на изнаночной стороне в начале петли переда. Начинается петля с изнаночной стороны, с левой стороны. Здесь тоже сокращаем 1 петлю, провязывая 2 петли вместе. Вот берем 2 петли и провяжем вместе. И после этого провяжем еще 1 петлю, друзья. И поворачиваем нашу работу. Сократили с левой стороны 1 петлю и здесь отмечаем. И теперь мы, друзья, на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И продолжим наше вязание на лицевой стороне. Все петли вяжем лицевыми петлями. И на этом ряду, друзья, мы оформляем все 3 регланные линии. Линия рукава, спинки и правого рукава. Здесь набираем накиды с обеих сторон регланные петли. И мы с вами встретимся, когда дойдем опять до петли переда. Вот здесь. Дошли до этой петли, друзья, которую мы в прошлый раз здесь сокращали 1 петлю и провязывали следующую петлю. И на обратной стороне эту петлю мы взяли без провязывания на спицу. Вот эта петля будет следующим петлям переда. Такое большое расстояние, друзья. Вы никогда не ошибетесь. И эту петлю и следующую петлю мы провяжем вместе. Лицевую петлю переправим. И обе петли провяжем вместе. Таким образом, с наклоном влево. И провяжем следующую петлю. Вот здесь сократили еще 1 петлю с правой стороны. Отмечаем на бумажке. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И все петли провяжем изнаночными петлями, а накиды возле регланной линии провяжем изнаночными скрещенными. И мы с вами увидимся, когда дойдем опять до петли переда слева. С левой стороны переда тоже дошли до начала петли переда.
И вот эта петля, которая последняя петля, в прошлый раз мы образовали росток, эту петлю и следующую петлю переда мы провяжем вместе изнаночной петлей. Вот видите, здесь тоже вот такое вот расстояние, вы никогда не ошибетесь. Провяжем вместе, сократили одну петлю с этим и следующую петлю провяжем. И поворачиваем нашу работу. И с левой стороны тоже сократили одну петлю. Отмечаем на бумажке. Вот таким образом, друзья, вы будете полукругом вязать и с обеих сторон переда потихонечку по одной петле будете сокращать для образования ростка. И каждый раз не забудьте отметить на бумажке. Когда у вас с обеих сторон будет по 5 петель сокращены, следующее сокращение вы сделаете: одну петлю сокращали, 2 петли вместе провязывая, потом провяжете 2 петли, а здесь мы провязывали следующую одну петлю. Обязательно отмечайте на бумажке. Продолжите оформление росток сами самостоятельно, как я вам здесь показала, друзья. И по ходу вязания обязательно вы будете оформлять 3 регланные линии. И когда вы будете сокращать последнюю 9-ю петлю на правой стороне, мы с вами увидимся. Вот, друзья, заканчиваем росток. Образуется вот такой вид. Вот эта сторона спинная часть и вот эта сторона передняя часть. И вот регланные линии. И вот видите, мы сократили здесь последнюю 9-ю петлю и после этого провязывали 2 лицевые петли. Теперь поворачиваем нашу работу. Последнюю петлю берем на спицу, не провязывая, и здесь вот так протянем нить и образуем 2 ножки. И продолжим вязание на изнаночной стороне. Все петли вяжем изнаночными петлями. На изнаночной стороне провяжем сами самостоятельно. И когда мы дойдем с левой стороны переда, вот здесь тоже сократим последнюю петлю, провязывая 2 петли вместе. После этого провяжем 2 петли и поворачиваем нашу работу. И здесь тоже образуем петли 2 ножки. Это я вам на практике покажу. Будем вязать теперь по кругу, друзья. Когда мы делаем один круг, друзья, вот здесь будем встретить петлю 2 ножки, вот. И здесь петли 2 ножки. И я вам покажу, как мы будем провязывать эти петли 2 ножки. Дошли до петли 2 ножки. Это мы провяжем, как всегда, таким образом. И дальше пойдем все петли лицевыми петлями. И вот здесь видите, ничего не заметно переход. И здесь остались 8 петель, которые не участвовали в образовании ростка. Начинаем оформлять и реглан по переду. Берем накид, регланная петля, берем накид. Продолжим вязание. И вот здесь тоже, друзья,
петли 2 ножки. Это мы провяжем таким образом. Заходим с правой стороны, охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. Вот здесь тоже не будет заметно переход от петли к петле. Вот закончили ряд, друзья. Теперь начинается новый ряд. Эти накиды мы провяжем лицевыми скрещенными. Это как мы провяжем, я вам покажу на всякий случай, как правильно вязать. Для этого вот накид лежит у нас вот в таком виде, а мы перепоставим его вот в таком виде, чтобы правая стенка смотрела на вас, а левая стенка за спицей. Эту петлю мы вот так берем за левую стенку и провяжем лицевой петлей, и петля у нас окажется скрещенной. Регланная петля. Теперь этот накид. Она лежит правильно. Левая стенка смотрит на нас, а правая стенка за спицей. И этот накид мы провяжем скрещенно зеркально, друзья. Для этого вот левую стенку берем вот таким образом и за этой левую стенку провяжем лицевой скрещенной. И каждый раз, когда вы вяжете накиды возле реглана, вы постарайтесь провязать их скрещенными именно вот таким образом, друзья. Тогда у вас полотно получится ровно и вот так аккуратно и красиво. И пойдем уже дальше. В этом ряду, друзья, мы все накиды провяжем вот таким образом лицевыми скрещенными. До следующего ряда, значит, опять будем брать накиды возле регланной петли. Таким образом, друзья, мы будем брать накиды возле регланной линии через ряд. И вязание у нас пойдет по кругу. Теперь вот видите, будем оформлять наши 4 регланные линии. Оформляем кокетку до желаемого размера. Теперь я объясню кое-какую одну важную вещь. Регланная линия плечики с обеих сторон. Наша кофточка разделяет на спинную часть и на переднюю часть. И когда мы закончим росток, когда посчитаем петли, друзья, эти они должны подровняться. Сколько петли будет на спинной части и столько петли будет на передней части. Может быть, разница будет там 2 или 4 петли, это ничего страшного. Самое главное, они подровняются. Сейчас в этой кофточке, друзья, на спинной части 83 петли, в передней части 89 петель. Разница на 6 петель. Чтобы подровнять, еще можно было 2 ряда сделать, сократить еще одну петлю здесь, на правой стороне и на левой стороне, и почти подровнялась бы. Но я этого не хотела. Я хотела, чтобы перед был немножко шире, чем спинка. А вообще-то можно было по одной петле сокращения с обеих сторон. Вот, друзья, кокетка наша почти готова. И когда у нас кокетка готова, как распределить петли по частям кофточки, перед, спинку и 2 рукава. И дальше вязать, как вязать. Все у меня теоретически объяснено и на практике показано в мастер-класс видео, который есть на канале.
В этом случае, друзья, сейчас я вам говорила, что по переду у меня 6 петель больше. И если хотите, чтобы у вас тоже по переду получилось немножко шире, тогда на общее количество, когда разделяете по частям кофточки, вы пока отнимаете вот это 6 петель. И когда все разделяете петли по частям, потом вот это 6 петель добавляете на петли переда.